Я сразу хочу выразить огромную благодарность человеку, что в прошлом видео все-таки откликнулся на мою просьбу и дал направление для того, что вы сейчас увидите. Игру для следующего ролика можете выбрать именно вы. Просто пишите в комментариях название игры и цель. Это может быть прохождение полное, это может быть достижение какой-то цели. Все зависит только от вас. Так, что же будет в этом ролике? Это так называемый Zero to Hero, где, начиная с полного нуля, я буду пытаться достигнуть сотого мастерства в той или иной ветке оружия. Сразу скажу, путь очень тернистый, потому что в Альбионе я новичок. Новичок настолько, что буквально до этого несколько дней бегал и собирал ресурсы по открытому миру, а теперь я решил сделать себе двойное усложнение. Я буду играть непопулярным билдом, не имея никакого опыта в PvP, и качаться именно через это направление. Пусть и немного с запозданием, но для тех, кто не знает, Albion Online — это ММО-песочница, в которой ты можешь делать все, что угодно. Здесь нет классов, здесь все определяется только тем, что на тебе. Разные вещи дают разные навыки. Ты можешь бегать, собирать ресурсы, ты можешь заняться полностью крафтом или торговлей, или ходить в данжи, рейды, в том числе и PvP-рейды, захваты замков, территорий. В общем, контента здесь уйма. И одним из направлений я решил заняться. Если конкретнее, то качаться я буду в проклятых подземельях. Это такой вид контента, который совмещает и PvE, и PvP активность. Ты убиваешь монстров в подземельях, есть 3 мини-босса со своими сундуками, в которых может быть лут, а также главный босс, после которого ты либо выходишь на поверхность и идешь продавать все, что ты налутал, либо идешь дальше, рискуя все это потерять. Убивая монстров, ты повышаешь шанс вторжения к тебе в подземелье другого игрока, либо, подписав дьявольский контракт, ты можешь вторгнуться к ним сам. Есть несколько видов сложности проклятого подземелья, в минимальном из которых ты будешь падать на колени и ничего не терять. То есть можно сказать, что на этом можно потренироваться противостоять другим игрокам. Очень удобно, очень здорово. Плюс в каждом подземелье есть ограничения по айтем-левелу. Так что, будучи полным новичком, ты не встретишь кого-то в супер крутой броне. Однако, в любом случае, очень важно знать свои навыки, навыки противника. И тут уже, да, опыт очень сильно влияет. И вот, наконец, мое первое подземелье. К сожалению, из-за того, что в какой-то момент мне пришлось отойти, я не успел активировать этот самый контракт. Поэтому оставалось надеяться, что я просто встречу кого-то из игроков и попробую, что из себя представляет мое оружие. Так как не все снаряжение подходит для PvE активностей, к счастью, монстры оказались довольно тонкими. И по итогу, к сожалению, для меня я так и не встретил никого. Никто не вторгся в мой мир. Тем не менее, я хотя бы получил какое-то представление о том, что делает мое оружие. Пусть у меня еще и не открыты все способности, ведь они раскрываются, когда ты прокачиваешь ту или иную ветку оружия. Но я понимал, что уже сейчас я хотя бы что-то могу попытаться сделать. Итак, побродив еще некоторое время по подземелью, убивав монстров, я наконец-таки был перемещен в подземелье другого игрока. Сейчас, наконец, я пойму, насколько ошибочно я выбрал этот билд. К великому моему сожалению, моим первым противником стал лучник. А у меня нет ни позиционирования,
ни понимания его способностей, ни замедляющего навыка моего оружия. Так что не так уж сложно догадаться, какой исход был у этой битвы. Тем не менее, это все еще были условно безопасные подземелья. Я ничего не терял, лишь нарабатывал опыт. Итак, победив еще несколько боссов, я снова перемещаюсь к другому игроку. Что меня ждет впереди? Конечно же, боль и страдания. Как могло быть иначе? Этот бой начался сразу не так, как хотелось бы. Много урона и очень запоздалая обратка от меня. Хотелось бы сказать, что противник был слишком силен, но нет, это тот самый момент, когда я понял, что совершил много ошибок, много и грубых. Тем не менее, хоть смерть была неизбежна, но в какой-то момент мне стало просто забавно оббегать противника, уворачиваться от его ударов. Но, к сожалению, долго я этого сделать не смог. Вот очередное подземелье, очередной подписанный контракт. И, как несложно догадаться, очередной бой с другим игроком. И несмотря на затянувшийся бой, совершенные ошибки, в этот раз у меня даже получилось победить, что несказанно меня порадовало. К тому же с него получилось довольно много лута, а именно за этим я сюда и пришел. Но самое страшное меня ждало впереди. И вот, наконец-то подземелье следующего уровня, где я могу потерять при смерти абсолютно все, включая веру в себя. Однако, на мое счастье, против меня попался тот, кто, видимо, и сам не часто или недолго играет, потому что по-другому я не могу объяснить, что я смог победить кого-то. Конечно же, здесь я не стал рисковать и, забрав сундук, пошел на поверхность. Пришло время избавиться от хлама в инвентаре. Не то что поверив в себя, но уже более спокойно я отправился дальше покорять проклятые подземелья. Однако в очередной раз совершил много грубых ошибок. Этот бой я вполне мог выиграть. У меня были не то что все шансы. Противник совершил их куда больше. Но, видимо, они оказались менее критичными, чем у меня.
Конечно, боев было куда больше, чем видите на экране. Было куда больше ошибок, плохого позиционирования и в целом незнание способностей своих противников. Такими успехами могла ждать только смерть, смерть и еще раз смерть. В какой-то момент я понял, что я устал. Зачем я всем этим занимаюсь? У меня есть чудесная ферма с домиком. У меня есть чудесная собака. Вместо того, чтобы страдать от других игроков, я могу спокойно заниматься своим огородом. У меня чудесные пчелы несут мне чудесный дикий мед. Да, непонятно, зачем я мучаю себя, будучи ПВЕ игроком в таком сложном контенте. Кто знает, может быть, когда-нибудь меня и потянет на такое вне ролика. Но сейчас я понимаю, что я себя заставляю. И да, снова смерть. В игре раз за разом мне попадались игроки в разы слабее меня, но они попадались только в условно безопасных подземельях. Там, да, я мог сражаться с ними, я побеждал, они совершали более грубые ошибки. И, может быть, мне стоило перейти на другой билд, тогда я смог бы себя замотивировать очередными победами. Но вместо этого я уперто решил, что я хочу ходить с Глефой. Зачем, почему, вообще непонятно. И вот очередной бой, который, как мне казалось, я не мог проиграть. Но как же я сильно ошибался. Когда противник начал бегать, я начал бегать от него в надежде на что-то. И на этом все закончилось. К сожалению, я смог достигнуть только 45 уровня мастерства с Глефой и 69 Глефы в целом. Увы, но я сдаюсь. Спасибо всем за просмотр и всего хорошего.